Добрый день, мой любимый YouTube, мои дорогие подписчики, гости канала. В этом видео мы с вами поговорим о чакрах, что это такое, рассмотрим значение каждой чакры, поговорим о том, как их можно прокачать, а также обсудим, что же такое блоки на чакрах и что такое точка сборки. Я постараюсь максимально понятно всю информацию до вас донести. Чакры – это энергетические центры в человеческом теле, всего их 7, и расположены они вдоль нашего позвоночника, но также имеют проекцию спереди тела. Сегодня мы с вами обсудим, какую функцию выполняет каждая из чакр и какое влияние они оказывают на нашу жизнь в целом. Но сначала подпишитесь на канал, поставьте, пожалуйста, сердечко в комментариях, и мы начинаем. Давайте обсудим один важный аспект, связанный с чакрами, о котором, к сожалению, редко говорят. Этот аспект заключается в том, что чакры являются своего рода мостом между физическим телом человека и его энергетической системой. Они имеют связь как с энергетическим, так и с материальным аспектом человеческого существования. Чакры проявляются в нашей ауре в виде энергетических центров, но также имеют свое воплощение в физическом теле через связь с эндокринной системой и ключевыми железами нашего с вами организма. Каждая чакра связана с определенной железой, и процесс формирования энергетики человека имеет вполне медицинское объяснение, научное. Организм реагирует на различные ситуации, и мозг направляет импульсы в определенные железы, которые начинают вырабатывать определенные гормоны. Это все приводит к энергетическому воздействию в области соответствующей чакры. Очень важно понимать, что это взаимосвязанный процесс, и изменения в нашем физическом теле могут влиять на энергетический аспект. И точно так же наоборот. Многие известные психосоматические явления очень даже могут быть объяснены этой взаимосвязью между физическим и энергетическим состоянием человека. Некоторые ученые называют все это психосоматикой, но в основе этого лежит работа системы чакр. Поэтому очень важно учитывать, что улучшение функционирования наших с вами чакр не ограничивается только энергетическими практиками. Они также активизируются в повседневной жизни через наши действия и наши с вами реакции. Таким образом, энергетические практики могут быть еще более эффективными, если они будут дополнены заботой о своем физическом и эмоциональном состоянии. Я вам всегда говорю о том, что джина нет, волшебной феи тоже. И мы те самые волшебные создания, которые исполняют наши же желания уровнем своей энергии. Для того, чтобы исполнять свои желания, как по взмаху волшебной палочки, необходимо улучшать свой уровень энергии. А это достигается путем развития физического тела, улучшения взаимоотношений с другими людьми и самореализации в обществе. Очень важно отметить, что в первую очередь чакры активизируются и укрепляются именно через эти факторы. И в процессе просмотра видео вы увидите и осознаете это. Итак, давайте пойдем по порядку снизу вверх, начиная с самой нижней чакры, первой чакры Муладхара, также известной как корневая чакра. Ее расположение в области копчика не случайно, она связана в основном с нашей костной системой. Однако следует помнить, что эта чакра – это своего рода блуждающая энергетическая система, которая охватывает все тело человека. На большей части Муладхары сосредоточена энергия в том месте, где наше тело контактирует с внешним миром. Очень часто на изображениях чакр людей изображают в позе лотоса, при этом копчик касается земли. Это объясняет местоположение корневой чакры. Но когда человек стоит или идет, его стопы контактируют с окружающим миром, и в этот момент большая часть энергии Муладхары сосредоточена именно в стопах. Каждая чакра в нашем организме связана с определенной железой. В случае с Муладхарой это надпочечники, которые вырабатывают адреналин в ситуациях страха. Именно эта чакра отвечает за наше здоровье, за наше выживание и чувство безопасности, те самые фундаментальные аспекты жизни каждого человека. Когда в Муладхаре достаточно энергии, человек чувствует себя в безопасности. Однако, если энергии в этой части недостает, это может привести к проблемам со здоровьем. А в современном обществе чувство страха проявляется довольно-таки часто, например, страх перед осуждением другими людьми, потерей работы или отношений и так далее. И все это может привести к дефициту энергии в Муладхаре.
И если не обратить на это внимание, это может вызвать очень серьезные заболевания. У большинства людей Муладхара развита наиболее эффективно, так как именно она обеспечивает базовые потребности человека в здоровье и безопасности. Однако, чем выше находится чакра в теле, тем более тонкой становится ее энергетика. Таким образом, если у человека большая часть энергии сосредоточена именно в Муладхаре, это свидетельствует о его материальной ориентированности. Такой человек, скорее всего, занят, безусловно, физическим трудом, зарабатывает не очень много, часто сталкивается с какими-то финансовыми трудностями. Что же делать? Для укрепления и балансировки Муладхары важно поддерживать стабильные физические нагрузки. Конечно же, правильное питание, иметь крышу над головой и хотя бы какое-то минимальное финансовое обеспечение. Это поможет работе этой чакры и обеспечит ее энергетическую гармонию. Давайте рассмотрим вторую чакру, которая называется Свадхистана. Она связана с половыми железами в организме человека и ответственна за ощущение радости и, конечно же, ощущение удовольствия. Главным источником получения удовольствия и радости для большинства людей является взаимодействие с другими людьми. Поэтому основной способ развития Свадхистаны заключается в взаимодействии с окружающими нас людьми. Общение с родителями, друзьями, родственниками, с партнерами играет очень важную роль в поддержании энергии этой чакры. Сексуальные отношения также очень сильно активизируют Свадхистану. Кроме того, занятия любимым хобби или профессиональная деятельность, приносящая не только удовольствие, но и доход, способствуют укреплению этой чакры. Такое чувство, как чувство вины, будет блокировать Свадхистану. И оно часто возникает в личных отношениях. Очень важно не винить ни себя, ни других людей, чтобы избежать блокировки этой чакры. Развитие Свадхистаны также зависит от нашего физического плана. Это означает, что для укрепления этой чакры необходимо налаживать взаимоотношения с другими людьми, вести активную социальную жизнь, заниматься любимыми делами и, если возможно, заниматься профессиональной деятельностью, которая приносит не только удовольствие, но и, конечно же, доход. Очень важно понимать, что все искусственные попытки поднять уровень удовольствия, такие как употребление алкоголя или каких-то запрещенных веществ, не помогут развитию Свадхистаны. Чакры развиваются через гармоничное взаимодействие с физическим и нашим энергетическим планом. Таким образом, именно параллельная работа над этими двумя аспектами жизни является ключом к гармоничному развитию чакр. Переходя к следующей, третьей чакре, Манипуре, хочу напомнить, Муладхара у нас находится в области копчика, Свадхистана в области половых органов или низа живота, а Манипура расположена в области солнечного сплетения, где находится поджелудочковая железа. Манипура у нас связана с властью, волевыми действиями, а в современном обществе власть также часто ассоциируется с финансовым благополучием. Эта чакра очень сильно развита у политиков, бизнесменов, военных, государственных служащих, занимающих высокие должности. И развитие Манипуры зависит от волевых действий и способности брать на себя ответственность. Блокировка этой чакры может происходить из-за чувства стыда. Возможно, вы замечали, что люди, обладающие властью, богатством, они не испытывают, им не стыдно, они считают, что так и должно быть. Манипура является более приземленной чакрой и часто отражает финансовое положение человека в современном мире. До этого мы с вами говорили о двух предыдущих чакрах, которые также имеют отношение к финансам. Муладхара связана с минимальными доходами, необходимыми для выживания. Человек, у которого развита эта чакра, он работает чаще всего на кого-то. Свадхистана, в свою очередь, связана со средним классом и доходами повыше. И люди с этой развитой чакрой чаще всего занимаются работой, которая приносит уже удовольствие и, в принципе, неплохие деньги. Манипура же ответственна за социальное влияние и реализацию в обществе. Недостаток энергии в этой чакре может привести к финансовым проблемам, к заболеваниям физическим, так как она связана с поджелудочковой железой. Очень важно помнить о законе энергообмена.
Развивайте свои волевые качества и финансовое благополучие постепенно, избегая лишней ответственности, чтобы ваша пропускная способность была готова. Финансовое благополучие также лучше развивать плавно, а не стремиться к какой-то баснословной сумме денег, которая, по вашему мнению, решит все ваши вопросы. В один момент этого не будет. А теперь мы переходим к тонким и более духовным аспектам. Так что давайте продолжим обсуждение следующих чакр. Четвертая чакра, известная как Анахатха, располагается в области сердца и связана с очень высокими чувствами и эмоциями. В первую очередь это чувство любви. Она также связана с творчеством в различных его проявлениях. Если вторая чакра Свадхистана также связана с удовольствием и чувством любви, то это скорее форма любви к другому человеку, более приземленная. Анахата, с другой стороны, связана с более возвышенным пониманием любви, включая любовь к окружающему нас миру, ко Вселенной. Также Анахата связана с вашим творчеством в любой его форме. Творческие люди очень часто обладают развитой чакрой Анахата и испытывают возвышенное чувство любви. Именно на этом уровне начинается волшебство. Так как тот, кто наполнен чувством любви и творческой созидательной энергией, может легко привлекать и воплощать все свои мечты. Через чакру Анахата вы также находите свое признание и смысл жизни. Это может быть связано не только с духовным развитием, постижением каких-то скрытых законов, а также с более приземленными делами. Очень многие творческие личности успешно имеют очень хорошо развитую анахату. Очень важно помнить, что на уровне анахаты воля человека выходит на совершенно новый уровень. Это не просто воля, чтобы достичь чего-то. Это воля, которая движется от желания. И человек достигает цели не потому, что надо, а потому что это его истинное глубокое желание. Анахату очень сильно блокирует чувство скорби, горя, сожаления, в том числе по отношению к самому себе. Чтобы развивать эту чакру, необходимо научиться избавляться от всех этих чувств и принимать себя и мир вокруг. На физическом уровне она связана с вилочковой железой, ключевой частью эндокринной системы. Она служит своеобразным мостом между материей и душой, объединяя нижние наши материальные чакры с более высокими духовными чакрами. Это крайне важно для гармонии и баланса в нашей жизни. Пятая чакра, известная как Вишудха, находится в области горла и связана с щитовидной железой. Ее основная функция – обеспечение коммуникации с другими людьми, общение и, конечно же, самовыражение. Вишудха развита особенно у тех, кто умеет эффективно общаться с окружающим миром, а также у людей, способных успешно выступать перед публикой. Такие люди, как спикеры, актеры, политики. Многие из вас сейчас могут задаться вопросом, как это возможно, что некоторые из перечисленных личностей имеют развитую чакру, если они часто врут, но при этом как такое возможно? Это объясняется тем, что хороший лжец всегда верит в свои собственные лживые утверждения. Ну и закон кармы не забывайте. Общение также является одним из способов выражения, и поэтому Вишудха часто связана с этим процессом. Человеку очень важно научиться выражать себя и ни в коем случае никогда не обращать внимания на мнение окружающих. Чтобы преодолеть блок в этой чакре, следующая чакра, шестая по счету, называется Аджна. Она привлекает множество людей своей способностью развивать интуицию. Эта чакра располагается в области третьего глаза, немного выше между бровей. Аджна связана с работой гипофиза и гипоталамуса, органов в нашем мозге, ответственных за чувство голода, жажды, терморегуляцию, половое влечение, а также за регуляцию сна и бодрствования. Путем грубого упрощения можно сказать, что все эти органы указывают на то, что в данный момент направлена внимательность человека. И чакра Аджна непосредственно связана с этим процессом. Если эта чакра слабо развита или в ней очень мало энергии, то внимание человека будет рассеянным. Напротив, когда чакра очень сильно развита, внимание становится сфокусированным и исходит из третьего глаза. Даже неподготовленный человек может почувствовать, будто что-то пронизывает его руку, когда поднесет ее к области третьего глаза развитой чакры Аджна. Очень часто чакру связывают с развитой интуицией, какими-то магическими способностями, потому что все эти явления напрямую зависят от уровня нашего с вами внимания. Люди с развитой интуицией обычно очень внимательны к деталям, которые могли бы ускользнуть от внимания других людей.
Интуиция очень быстро развивается, когда учите себя замечать какие-то мелкие детали и заострять на этом внимание. Важно понимать, что энергия всегда следует за направлением нашего внимания. Вы даже можете провести небольшой эксперимент. Посмотрите на какого-нибудь человека на улице и сфокусируйтесь на нем. Почувствуйте, как из вашего третьего глаза идет луч. И если вы будете так смотреть на человека, этот человек через время начнет себя неудобно вести, ощущать, что на него кто-то смотрит. Это происходит потому, что там, где вы концентрируетесь, энергия скапливается, и другой человек попросту чувствует эту энергию. Поэтому ключевым фактором в развитии чакры Аджна является усиление вашего внимания. Эта чакра будет блокирована, если ваше внимание рассеяно. Ну и последняя чакра, о которой я хочу рассказать, называется Сахасрара. Ее название довольно экстравагантно. Эта чакра находится в области нашего темечка и связана с шишковидной железой. Часто ее называют чакрой связи с Богом. И действительно считается, что эта чакра соединяет вас напрямую с Богом. Но важно понимать, что Бог в данном контексте представляет собой не старца на небесах, а всю нашу Вселенную, включая видимые и невидимые миры. Сахасрара устанавливает вашу связь с окружающей Вселенной и показывает, насколько вы находитесь в гармонии с окружающим миром в данный момент. В городской среде это может быть сложно прочувствовать, так как здесь преобладают различные разрушительные, деструктивные эгрегоры, которые также могут влиять на эту связь. Но как только вы попадаете на природу, например, в лес, горы, на берег водоема, вы начинаете лучше ощущать эту связь с окружающей Вселенной. Эта связь, это ощущение передается именно через чакру Сахасрара. Чакра Сахасрара развивается через установление гармонии с окружающим нас миром и блокируется, если фокус слишком сосредоточен на каких-то материальных аспектах жизни. Вот характеристики 7 чакр, которые, надеюсь, помогут вам лучше понять и проработать их. Также хотелось бы обсудить блоки в чакрах. Под блоком мы подразумеваем ситуацию, когда поток энергии через чакру замедлен или заблокирован. Очень важно понимать, что блок не означает полное отсутствие энергии в чакре. Если в какой-то чакре совсем нет энергии, человек тут же умирает. При блокировке энергия проходит, но движение ее затруднено. О том, как разрешить эти блоки, мы с вами уже обсудили. Необходимо осознать, что в человеческом теле энергия течет снизу вверх. Поэтому попытки усилить чакры выше, такие как Аджна, Сахасрара или Анахата, бесполезны, если у вас есть блоки в нижних чакрах. Чакры подобны лесенке, и подниматься на следующий уровень, и для того, чтобы подняться на следующий уровень, нужно сначала преодолеть предыдущую ступеньку. Поэтому очень важно всегда начинать с работы над блоками в самых наших нижних чакрах, прежде чем переходить к более высоким. Хочу также поделиться некоторыми мыслями о понятии точка сборки. Современное толкование этого понятия несколько отличается от того, как его понимал Дон Хуан. А для меня точка сборки – это чакра, в которой сосредотачивается большая часть энергии, большую часть времени. Для примера, у человека, который работает на какой-то низкооплачиваемой работе, его доход позволяет ему только выживать, и его точка сборки, разумеется, будет находиться в области Муладхары, основной чакры. Однако, когда этот человек уделяет время сексу, может быть, выпивает алкоголь или занимается своим любимым хобби, его точка сборки поднимается в Свадхистане. Как мы уже обсуждали, поскольку эта чакра связана с удовольствием и радостью. Суть точки сборки заключается в том, что где она находится большую часть времени, у большинства людей она находится в 3 нижних чакрах. Для большинства людей это первая чакра, и только у немногих она поднимается ко 2 или к 3. Но у тех, кто обладает очень сильной волей, точка сборки может подняться до анахаты и выше. Определить, где у вас точка сборки, очень просто. Для этого можно взять руку и провести ее спереди по телу, снизу вверх, начиная от области чакры Муладхара и двигаясь вверх к чакре Сахасрара. Проводите руку несколько раз вверх-вниз, и там, где ваша рука встречает наибольшее сопротивление, находится ваша точка сборки. Но помните, что она чаще всего находится гораздо ниже, чем вам может показаться, поэтому будьте объективны при ее определении.
И последний аспект, о котором я хотела поговорить сегодня, это происхождение энергии в чакрах и ее движение в теле. Многие по какой-то причине считают, что энергия черпается из особых источников и требует каких-то ритуальных действий. Но на самом деле это не так. Энергия в вашем теле возникает из совершенно обыденных вещей. Полное видео про энергию есть на канале, а сейчас у вас появилась подсказка. Переходите, смотрите. Энергия формируется из потребляемой нами пищи. Она также появляется в результате положительных взаимодействий с другими людьми. Если у вас сейчас стабильная финансовая ситуация, если вы можете себе позволить многое, это также способствует накоплению нашей энергии. Энергия также накапливается, когда вы занимаетесь творчеством или своим любимым хобби. Энергия формируется во время полового акта, и даже в случае, если у вас все хорошо и вы здоровы, ваше тело начинает накапливать некоторое количество энергии. При накоплении энергия движется снизу вверх, при расходовании она расходуется сверху вниз. Это очень умный механизм для регулирования энергии в нашем теле. Организм понимает, что для выживания наиболее важными являются нижние чакры. Поэтому он всегда начинает пополнение энергии снизу, начиная с Муладхары, Свадхистаны и далее вверх, чтобы обеспечить нижние, самые важные чакры энергии. Если же вы начинаете тратить свою энергию, то она берется сверху вниз. Сначала она извлекается из менее важных для выживания чакр, начиная с более верхних, и только в случае их истощения начинается использование энергии из более нижних чакр. Допустим, вы решаете направить энергию на достижение своей цели или исполнение своего желания. Организм вас слушает и начинает искать, откуда, где взять энергию для этой реализации. Посмотрим, что у нас есть. В Анахате и более высоких чакрах энергии практически нет, поэтому мы идем ниже, к Манипуре. Но в Манипуре тоже нет энергии, потому что там проблемы с финансами. Что делать? Опускаемся дальше, опускаемся ниже, в Свадхистану. Там тоже нет энергии, ведь в отношениях полный бардак. Остается Муладхара. В ней тоже как-то не очень много энергии. Вы давно не занимались физической активностью. У вас есть вредные привычки. Но энергию же надо брать. И все это приводит к проблемам со здоровьем. И вот поскольку человеку нужна энергия, его организм берет ее из Муладхары. Но поскольку в Муладхаре энергии очень мало, это может выразиться в форме заболевания. Все это произошло потому, что человек не работал над своей энергетикой, не развивал свои чакры. Поэтому для каждого человека крайне важно понять, где находится его точка сборки, поднять ее хотя бы до уровня анахаты. И если энергия берется из анахаты, то это практически не оказывает никакого заметного влияния на нашу жизнь, в отличие от случаев, когда энергия берется из более нижних чакр. В пирамиде потребностей Маслоу наиболее важные для выживания сферы жизни расположены внизу, и энергия берется оттуда только в последнюю очередь, если ее нет в менее важных сферах, расположенных выше. А у меня на этом все. Ставьте лайки, если видео было полезным, делитесь им с друзьями, пишите комментарии. Благодаря всем этим вашим действиям видео увидят больше людей, и больше людей смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а я вас обнимаю и желаю всем классного дня.